Счастье, счастье, счастье всем! Ну что, спросим у карт Таро, у старших арканов. Спросим совета на июль месяц. Спросим деликатно, осторожно, бережно и с большим уважением. Спросим старшие арканы совета. Начинаем, конечно же, с овнов. Итак, для овнов. Воздаяние, то есть справедливость. Чудесная карта, честность, искренность, сдержанность, ответственность. Я несу ответственность за свои деяния. Этот аркан старший связан с космической справедливостью и абсолютную гармонию делает между добром и злом, между светом и тьмой, между миром и конфликтами, покой, гнев. Вот абсолютную делает гармонию. Поступки, которые ты сейчас сделаешь, ты закладываешь, и результат увидишь в будущем. Поэтому сбалансируй вот эти все противоборствующие состояния. Обещал – сделай. И соблюдай свое обещание. Справедливость как к самому себе, так и к другим. Эту же справедливость неси в себе. И, конечно, эта карта абсолютно моральная и правовая защита и победа. Сам никого не суди. Следующее. Спросим совет у старших арканов для тельцов. Итак, тельцы, для вас совет. Колесница. Прекрасно. Колесница. Выпала карта колесница. Ну что, победа. И вперед к победе. Кони рвутся вперед к победе. Дорога. Известие. Кто-то тоже через дорогу, кто-то едет, кто-то торопится сообщить вам какое-то известие. Это абсолютно знакомство в путешествии. Динамичное, яркое, бурное, свежее такое знакомство. Целеустремленность, сила воли, оптимизм. То есть все, что ведет тебя к победе. Но самая большая победа, это старший аркан говорит о том, что самая большая победа – это над своими негативными мыслями. Всех, у кого есть немножечко какой-то негативные мысли, негативное мышление, это будет самая большая твоя победа над этими мыслями. Ну и, конечно же, оптимизм, завоевание. Если что-то начали, вообще не переживайте, не волнуйтесь, абсолютно идите к успеху. Никаких нет преград, никаких нету препятствий. Достигайте своей победы. Это карта колесница. Вперед к вершинам, к победе, к знакомствам, к новым, к свежим. Будьте к этому открыты. Новое знакомство, новые отношения – это тоже ваша большая победа, ваша целеустремленность, сила духа, сила воли. Все в ваших руках. Поэтому смело можете дерзать. Обнимаю. Ну, следующая карта для близнецов. И смотрим, что ждет близнецов, какая карта для вас. Смотрим. Ну, давайте вот эту вот достанем. О, близнецы, отшельник. Отшельник. Что, прекрасная карта.
уединение, самопознание, поиск своего собственного пути, оценить заново свою жизнь, какое-то познание через мудреца, через учителя. Эта карта говорит о том, что реставрация своей жизни, реставрация какой-то переосмысленностью. Мудрый человек, очень скромный, тихий, даст вам хороший совет, очень какой-то философский взгляд на жизнь. Захочется посетить места паломничества, возможно, в как-то места, где вы очень далеко не заглядывали, либо в какую-то кладовку зайдете, либо в сарай, вот что-то там захочется, или что-то увидите, на что-то наткнетесь, может быть, старые фотографии пересмотреть охота захочется. Может быть, в какой-то вот запустелый дом как-то вас забретет жизнь, и там захочется побыть. Ну, вот такая вот карта уединения, познания себя. Ну, а сейчас посмотрим карту для раков. Что ждет совет от Таро, от деликатных Таро для раков? Итак, прекрасная карта. Колесница. Тоже только что была колесница. Итак, колесница, победа. Победа в каких-то начинаниях. Куда-то вперед рветесь для того, чтобы что-то достичь, что-то, куда-то какие-то вершины познать. Путешествие. Это знакомство в путешествиях, свежие бурные отношения, целеустремленность, лидерство, сила воли, оптимизм. Но, смотрите, самая большая победа, эта карта говорит, колесница, что самая большая победа – это победа над своим негативным мышлением. Если есть какие-то сомнения, если что-то внутри гложет, если как-то неприятно на душе, вот избавиться, победить вот эти свои сомнения – это будет самая большая победа, к которой приведет колесница. Ну а вообще это, конечно, транспорт. Дальше смотрим. Следующая карта для львов, амбициозных львов. И смотрим, что у вас. Супер. Верхняя жрица. Верхняя жрица. Ну, довольно-таки загадочная карта. Так скажем, самая загадочная карта, которая имеет власть над всеми 4 стихиями. Самая тайная, интуиция сильно обостряется. Встреча с очень мудрым человеком, с гуру, с учителем. Захочется рассказать свой тайный секрет и услышать какую-то информацию, мудрую информацию. Это будет очень мудрый такой психологический разговор. Ну что, если начинаются какие-то отношения с человеком, то эти отношения сначала через духовность. Они не как любовники союз, а как сначала духовный союз. Ну и, конечно, совет от этой карты, от жрицы, таинственной карты, это захочешь найти, найдешь время, не захочешь найти, найдешь причину. Это карта, когда ты умеешь хранить тайну, либо тебе хочется тайну свою кому-то рассказать, но тому человеку, которому ты доверяешь. Интуиция на самом-самом тонком уровне. Поэтому, конечно, пользуйтесь этой ситуацией. Вы вокруг, это учитель вам может, мудрец попасться в виде человека, а также в виде какой-то книги, учебника. Удачи!
Ну что, смотрим дальше. Для Девы. Итак, смотрим для Девы. А для Девы старшие арканы. Верхний жрец. Верхний жрец, то есть иерофант. Это карта, да, загадочная, таинственная. Это карта на совет, который вы получите от духовного учителя, от философии какой-то, от наставника. Это храмы, это места силы, места людей, с которыми вам очень комфортно, ваши единомышленники. Это позитивная, чистая карта, очень земная, которая несет за собой благотворительность, пророчество, какие-то даяния, которые вы можете поделиться с кем-то и захочется с кем-то поделиться. Это защита от сглаза, защита от наговора. Это защита, просто защита от Вселенной. Если вы как-то себя нехорошо чувствуете, то идет защита и помощь от Вселенной для выздоровления, для выравнивания ситуации. То есть вы как будто бы под куполом защищенности находитесь. Но эта карта очень хорошая, позитивная, чистая. Никакого на нее не может быть другого воздействия магического нету. Следующая карта для весов. Так, весы для вас. Итак, смотрим для весов. Солнце, солнце, радость жизни, счастье, наслаждение, благополучие, любовь. Вот как будто ты заново родился, как будто бы ты только что заново на свет родился. Тебе так хорошо, твоему телу хорошо, твоей голове хорошо. Это шансы на восстановление, как будто вот ты после какой-то болезни возродился, как будто ты после каких-то отношений возродился. Это судьба благоволит, это действует смело, действуйте смело, она шанс вам дает судьба. Радуйтесь мелочам, любите себя такой, какой вы есть, свою уникальность, цените себя, цените свое время, наслаждайтесь каждым моментом времени. Это просто шанс, который дает судьба. Вот когда выпадает эта карта, карта Солнца, это шанс. Примите эти подарки судьбы, наслаждайтесь. Не задавайте вопрос: ой, как, почему? Я так не ожидал, это неожиданно. Ожидали, ожиданно. Это вам шанс дает судьба. Просто так пользуйтесь этим шансом, примите его. Следующая карта, и это карта для, смотрим, для скорпионов. Итак, для скорпионов карта. Колесница. Опять выпала колесница, уже у кого-то была колесница. Ну, это кони несутся вперед, куда? К победе, достижение своих целей, достижение своих планов. Вы идете вперед семимильными шагами. Это путешествие, это дорога, колесница, крутится колесо жизни, крутится колесо, и вы его заводите, вы его ведете, вы этот процесс контролируете.
абсолютная победа над начинания, которые вы начали, если вы думали, что никак не раскрутить это, то оно у вас раскручивается, это колесо жизни у вас раскручивается. Это победа над всеми своими желаниями. Вы создали свой мир, вы создали свои желания, вы создали свои планы, и вы сами несете эту победу. Вы крутите колесо жизни, вы его заправляете. Вперед! Действуй, у тебя все получится. Твои начинания ждут просто пьедестала, ждут того завершения, где ты можешь сказать, что я на вершине. Но самая большая победа – это над своим негативным мышлением. Так говорил Сократ. К какой бы победе мы ни пришли, но самая лучшая победа – это победа над своим негативным мышлением. Ничего не бойтесь. Откройтесь с жизни, заявите о себе, скажите самому себе: я готов подняться на высоту. И эта карта об этом говорит. Она вас ведет к абсолютному пьедесталу, к абсолютной победе. Так что, скорпионы, все в ваших руках. Победа за вами. Итак, следующий у нас знак и следующая карта. Следующая карта для стрельцов. Солнце. Мир, вернее, мир, не солнце, мир. Мир, и то же самое эта карта обозначает маг. Потрясающая карта. Потрясающая карта. Эмоции на подъеме, восторг, достижение целей, триумф, награды, но и кульминация чего-то. Если вы боролись со своей какой-то привычкой, кульминация вы подошли. Если вы делали диету, кульминация подошли. Если отношения, в которых вы застряли, они тоже сделают свою кульминацию. Вы подойдете с победой ко всему. Несомненно, это успех задуманного, это гармония. Это самая лучшая карта в колоде. Вы прекрасный специалист своего дела и успешное начало всего. Это дружба, это общение, это интерес. Новое течение жизни захватывает. Вот человек мастерски начинает владеть своей жизнью, а самое главное, мастерски владеет своим делом. Есть способности экстрасенсорные, видения какие-то. Можете даже сами управлять энергиями и предсказать сами себе можете. Вокруг вас такая мир, магическая гармония, настолько комфортная, все дружно вместе взялись за руки и такой венок своей жизни делаете. Ну да, карта очень сильная. Это виртуозно владеете стихиями. Ну, удачи, удачи, удачи вам. Карта сильная для вас. Ну, теперь посмотрим для козерогов. Для козерогов. Мир, только что был мир. Но, козероги, триумф, триумф. Мир и маг – это одинаково обозначает эта карта. Эмоциональный восторг, эмоциональный подъем. Несомненно, успех, гармония, успех задуманного, кульминация чего-то. Вот кульминация, этот этап заканчивается, следующий этап начинается. Самая счастливая, самая лучшая карта в колоде. Общение, интерес, дружба, дела новые на подъеме. Вы очень хороший специалист в своем деле. На вас
запрос есть, вам предложения всякие разные поступают. Имеете на этот период, имеете даже экстрасенсорные какие-то способности. Управляете всеми энергиями, энергию огня, воздуха, воды, земли. Это все вам подвластно. Ну что, уверенные в себе, волевые, ставите цели и идете к достижению этих целей. Вот о чем эта карта. А также слабые мстят, сильные прощают, а счастливые забывают. Абсолютно это карта вот этого старшего аркана «Мир Маг». Это карта, когда счастливые забывают, не возвращаются в старое, ни в чем там не разбираются, а просто это все оставляют за дверями. Ну, прекрасная, чудесная карта. Удачи вам, Козероги! Дальше мы смотрим и следующее. Водолеи. Колесо фортуны, водолеи! Колесо фортуны вам попало. Ну, ой, какая чудесная карта. Существенные изменения. Новая полоса жизни. Роковые события. Начало чего-то, удача. Входите в новую жизнь. Все в ваших руках. Все, кто настойчиво что-то искал, что-то делал, у вас все получается. Перемены абсолютно неизбежны. Причем резкий поворот судьбы. Резкий поворот судьбы. Призвание встретить своего человека, найти своего человека, найти свое призвание. Абсолютно вы на пьедестале. Это очень хорошая карта неизбежных перемен. Причем перемен очень роковых, положительных. То, что вы давно ждали, то, что вы давно намечали, но у вас никак вы не могли никак запустить этот проход этого колеса, закрутить. Ну, удачи вам! Удачи! Карта очень-очень сильная. Так что воспользуйтесь колесом фортуны, закрутите это чудесное колесо. У вас идут большие, резкие перемены судьбы, выздоровление, выход из какой-то ситуации, которая задержалась, призвание, начинание, встреча новая. Ну, резкий поворот жизни. Абсолютно счастливая карта. Очень за вас рада. Удачи вам, водолеи. Карта счастливая. Ну что, рыбки. Итак, смотрим для рыбок какая карта. Влюбленные, или еще называют их любовники, влюбленные. Ну что, это карта выбора. Вы встали перед выбором. Нужно принять какое-то решение. Это абсолютно два человека, которые между собой принимают решение. Нравится работа или не нравится работа, оставаться в этом коллективе или уйти из коллектива, продолжать эти отношения или закончить эти отношения. И абсолютно карта о том, что время пришло принять решение, сделать наконец-то выбор, найти общий язык с партнером, потому что здесь пара. Это партнерство, найти общий язык с партнером. Где-то в каком-то уютном месте, в парке, в сквере, в спальне, в гостиной, в кафе. Сделать диалог, встретить человека и разговаривать с ним в диалоге быть. Общение, потому что вы – это пара влюбленные, это пара любовники, то есть двое людей здесь присутствует. Общение,
контакты, информацию какую-то получаете, у вас какое-то влечение друг к другу, химия возникает. Это может быть и на духовном уровне, это может быть и на влюбленном уровне. Нравится вам человек или вам очень сильно нравится ваша работа, но вы стоите перед выбором и делаете этот выбор как можно быстрее, время пришло. Ну, вот таким вот образом заканчиваем и поблагодарим все наши советы, которые Таро для нас сделала.